Мы уже обсуждали интервью Лебедева-Дудю. Но есть там момент, на котором надо остановиться отдельно. Потому что это не собственная мысль Лебедева, а основа и главный месседж путинского государства. Что русские – это такие люди, которые выглядят как европейцы, но на самом деле азиаты. Когда кто-то начинает выписывать россиян из европейцев, это всегда двойной расизм. Говорящий такое всегда имеет в виду, что Азия – это как бы вторая лига человечества. Там типа стандарты пониже, человеческая жизнь подешевле. Там сумасшедший вождь, который захватил власть и будет зубами за нее цепляться, пока не вынесут вперед ногами, как бы норма жизни. За словами «мы, азиаты» никогда не стоит идея перехода на иероглифическое письмо. Это способ сказать, что нам что-то не положено из того, что есть у белых европейских людей. Конкурентные выборы, независимый суд, свободные СМИ, верховенство права, все достижения западной цивилизации – это все мы не заслужили. Потому что родились какими-то, такими, не пришей кобыле хвост. Перекитайцы, не до швейцарцы. Из идеи, что мы азиаты, никогда не следует никаких приобретений. Не имеется в виду, что нам положены стерильные общественные туалеты и почти нулевой уровень убийств, как в Японии. Предполагается, что мы должны чего-то лишиться и смириться с этим, потому что рожденный лаптем щи хлебать парламентскую демократию не строит. Такой разговор, такое снисходительное отношение к обществу – это русофобия, как она есть. Ровно в таком тоне, ровно с такими аргументами выступали противники отмены рабства в Соединенных Штатах и крепостного права в России. Никто из них не говорил, что ему нравится владеть людьми, как скотом. Зато все приводили омерзительно заботливые аргументы. Дескать, крепостные и рабы, они ж как дети. Они не выживут на свободе. Отпускать их безответственно, ведь они не как мы. Без надзора и воспитания они никак не справятся. Когда кто-то говорит, что русские какие-то особенные по рождению, за этим не стоит ничего хорошего. Никто не говорит, в 60-е годы 19 века русские за несколько лет с нуля создали самую прогрессивную судебную систему. Правовые институты и верховенство закона у них в крови. Нет, всегда имеется в виду какое-то дерьмо. У русских всегда был царь. Без свирепой вертикальной власти они ничего не могут. А дай им свободу, так сразу друг друга перебьют. Идея о том, что русские – это такой Франкенштейн, которого Господь собрал из остатков запчастей для нормального человечества, зверь, который не пригоден для жизни за пределами клетки – это идея бесконечно вредная. Она – основа сюжета, на котором стоит путинский режим. С негодными и опасными для себя и окружающих людьми нужно разговаривать палкой, другого языка они не понимают. Так ведь он и говорит все время. Что отдельно удивительно, сюжет, который призван объяснить, почему немец может выбирать себе власть, а нам не положено, песня эта едина и для путинских пропагандистов, и для некоторой части украинских спикеров, и для тех, кто называет себя российской оппозицией даже. Хотя идея эта выгодна для Путина и ужасна для всех остальных. Из нее выходит, что русские будут представлять угрозу всему человечеству, воевать и убивать безотносительно Путина и его режима. А значит, единственный выход из этой ситуации – физическое уничтожение целого этноса, который просто бракован на этапе сборки. Это длинный разговор, и мы только его начинаем. Поэтому начнем именно с того аргумента, который приводил сам Лебедев. О том, что подъезд в Киеве и Москве ничем не отличается. Там и там стоит глухая железная дверь, которой люди совершенно не как европейцы отгораживаются от всего мира. Азиатами, по Лебедеву, нас делает именно вот эта неспособность к коллективному действию. Неспособность улучшать среду вокруг себя. Мы заботимся о том, как выглядит наша квартира, но все, что за ее пределами, это чужой враждебный мир, куда можно только мусор выбрасывать. Этот аргумент соответствует реальности, он не вымышленный. Но вымышлены тут причины. Дело совсем не в том, что мы родились мрачными одиночками, неспособными скинуться на замену лавочки в собственном дворе. Дело в том, какой страшный режим мы пережили. Тоталитаризм – это не выкрученный на максимум авторитаризм, как принято думать. Это очень особенный строй. И главный его компонент – принудительная общность. Советский Союз, гитлеровская Германия, маоистский Китай – неважно, о каком из этих режимов речь, в любом из них человек, едва встав на ноги, приписывается к организации. Тебе 7 лет, ты еще читаешь по слогам, только-только писать собираешься учиться. Твои политические симпатии ограничиваются тем, что мороженка – это хорошо, а овощи – плохо.
Бывают, конечно, исключительные вундеркинды, но, как правило, набор ценностей и взглядов в первом классе какой-то такой, довольно приземленный, не выходящий на уровень высоких философских абстракций. Но государство уже за тебя решило, что ты коммунист. Тебя выстраивают на линейке, вешают значок с Лениным, объявляют октябренком. Теперь твой класс не просто вместе учится буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Теперь это отряд, а школа – это дружина. Всем плевать, что ты слово «коммунизм» не выговариваешь даже. Тебя просто взяли и поставили на нижнюю ступень пирамиды, верхушка которой упирается в политбюро ЦК КПСС. Даже я успел в московском детском саду послушать, какой хороший был дедушка Ленин, хотя ходил туда в 1989 году. По задумке государства, эта общность не отпустит тебя до самой могилы. Пионерия, комсомол, партия, союзы, комитеты. Ты всю жизнь должен быть приписан к какой-то организации безотносительно твоего мнения. Организации государственной, идущей прямо сверху вниз. Движение «Наши» и прочие попытки российских властей заигрывать с молодежью часто пытались сравнивать с комсомолом, но они в корне не похожи. Вступление в «Наши» и поездка на Селигер в некоторых случаях могли проложить самым хитрым дорогу к освоению государственного бабла. Но в стандартном раскладе вовлечение в подобную структуру ни на что особенно не влияет. Можно спокойно жить, учиться и работать, не имея с этой организацией ничего общего. А вот отсутствие комсомольского билета в СССР – это клеймо на всю жизнь. Без него можно сразу со школьной скамьи отправляться истопником в котельную. В институт, техникум, училище ты не поступишь, нормальной работы не найдешь. Об очереди на квартиру вообще забудь. Невступление в государственные организации – это форма социального самоубийства. Исключение из такой организации – социальная казнь. Что ни возьми, хоть карьеру и образование, хоть возможность получить жилье и съездить в санаторий – все завязано на государственные организации, на принудительные сообщества, имеющие над человеком гигантскую власть. Это способ функционирования таких режимов. Все должны быть к чему-то приписаны. За каждым должны наблюдать сотни глаз. Всем положено выполнять ритуалы, ходить на собрания и демонстрации, субботники и построения. Даже не для того, чтобы насыщаться партийной агитацией. Это некий эрзац глобальной системы видеонаблюдения и социального рейтинга. За каждым должен быть пригляд. Любой, кто хочет себя из этой бодрой деятельности исключить, жить свою частную жизнь, ничего о себе не рассказывать и не показывать, не быть в государственном коллективе, такой человек сразу вызывает подозрение. Это чем он там таким занимается? Чего такого задумал, что с коллективом делиться не хочет? Так работают не только тоталитарные государства, но и, например, тоталитарные секты. Они изолируют человека, ограничивают круг общения и получаемой им информации, обрезают контакты с семьей и друзьями, лишают связи с внешним миром. Изгнание или выход из секты должны стать для человека потерей всего. Тем более тоталитарные государства очень переживают, если люди объединяются самостоятельно, со сколь угодно безобидными мотивами. Во времена сталинского террора были дела об обществах филателистов и шахматистов. И это не глупость, это логика тоталитарного режима. Неважно, с какими целями люди объединяются. Важно, что они организуют себе сообщество вне государственной системы. Сами себе задают повестку и темы для разговоров. Важно, что они создали пространство, где можно спрятаться от государства и не остаться в одиночестве. А когда предмет и правила ваших обсуждений определяет не государство, то путь от изучения бабочек до разговоров о политике гораздо короче, чем кажется. Удивительный парадокс. Те исторические события, которые непосредственно влияют на жизнь наших сограждан, по сей день известны россиянам меньше, чем история Октябрьской революции или эпохи Сталинского СССР. Хотя, казалось бы, с революцией прошло больше сотни лет, а перестройка была относительно недавно, и многие видели происходящее собственными глазами. Тем не менее, существует много мифов о 90-х, многие из которых создала пропаганда. Поэтому я выпустил книгу «История новой России». Тут она у меня в кадре всегда стоит. Там понятным языком изложены события 90-х и нулевых годов. Прочитав ее, вы узнаете, какие проблемы стояли перед реформаторами, какие были альтернативы экономической реформе и как победа Ельцина в конфликте с Верховным Советом создала предпосылки для появления путинской России. Ну и, собственно, как именно Путин строил в нулевых свой режим. Событий много, и они довольно запутанные, но мы структурировали книгу так,
что очень легко разобраться, где, когда и что происходило. А еще мы сделали классное оформление, чтобы книга была не просто источником информации, но и украшением личной библиотеки. Отличным подарком, вот тут такие иллюстрации. Мы специально для каждой страницы, а это вот текст и иллюстрация. Мы вот так вот специально их красиво нарисовали. Купить книгу вы можете в России за рубли на сайте shopmaxcats.ru. Проблем с этим никаких нет. Это абсолютно легально. А еще вы можете купить книгу из других стран, в ЕС или США, на Амазоне. Там она подороже, но тем не менее есть. Все ссылки я оставлю в описании. Также я хочу напомнить, что у нас есть мерч. Вдруг вы живете не в России и хотите, например, сделать подарок кому-то, кто смотрит мой канал. Сможете приложить к книге худи с ободряющей цитатой или носки с надписью «До завтра» моим почерком. Есть кружки, футболки, шопер. Все очень качественное. К сожалению, вот это пока только для заграничных зрителей. В Россию пока это не доставляется. В общем, переходите на сайт и выбирайте. Тем более, что сейчас на эти товары действует акция. Если подумывали купить, сейчас самое время. Любое тоталитарное государство делает две вещи. Во-первых, нарочно лишает людей социальных навыков, привычек собираться вместе и что-то делать, что-то обсуждать. Вообще ломает базовую социальную потребность человека в общении и коллективном действии. Во-вторых, внушает ненависть к любым коллективным сущностям, потому что все они ассоциируются с принуждением. Поэтому, когда такой режим ослабевает или падает, люди максимально погружаются в свою жизнь и стремятся оградить себя от общества всеми способами, в том числе физически. Есть хорошее наблюдение от Леонида Парфенова. 2 культовых новогодних советских фильма «Карнавальная ночь» 1956 года и «Ирония судьбы» или «С легким паром» 1975. Две эпохи – бодрый тоталитаризм начала оттепели и дряхлеющий строй, где все превратилось в формальность. В первом все идут отмечать Новый год в Дом культуры, то есть совершают коллективное действие в рамках государственной организации. Во втором все уже сидят по квартирам. Сходить в гости – это максимум их общественной активности. Когда же строй таки грохнулся, когда людей вдруг освободили от принудительного коллективизма, который им 70 лет навязывали, они тут же поставили себе такую металлическую дверь, на какую только хватило денег, и отгородились от всего. Да, зона комфорта большинства наших граждан ограничивается собственной квартирой. Все, что за ее пределами, начиная с подъезда, уже враждебный внешний мир и чужая зона ответственности. Люди не знают своих соседей и знать не хотят. Любая попытка организовать коллективное действие вызывает разве что раздражение в сторону организатора. А что ему не сидится? Ему что, больше всех надо? Человек, сумевший убедить соседей скинуться на замену фонаря во дворе и не получивший проколотые покрышки за излишнее рвение, такой человек может объединить российскую оппозицию и воссоединить 2 Кореи. Это вообще супермен. У нас абсолютно стандартная ситуация, когда в богатом районе, где в каждой квартире хороший и дорогой ремонт, люди годами не могут договориться, чтобы стены в подъезде покрасить или дыру в асфальте перед домом залатать. Дорогущий автомобиль, припаркованный в жидкой грязи, потому что ни его владелец, ни кто-либо из соседей никогда не договорятся о проведении двора в порядок – типичная картина нашей жизни. Но это ни черта не существующего русского менталитета. Атомизация, недоверие, аллергия к совместному действию, безответственность в отношении того, что выходит за пределы квартиры или семьи – это базовые черты людей, переживших режимы типа советского. Многие мои зрители успели побывать в Грузии и явно наблюдали вот эту типичную грузинскую картину, когда подъезд в хорошем районе выглядит так, будто строители бросили его на этапе черновой отделки. То тут, то там голый бетон и кирпич, где-то вообще торчит арматура, лампочек нет. Страшно аж. Кажется, что ты в гетто. Но заходишь в квартиру, а там дворец. Цены одной люстры хватит, чтобы привести в порядок весь микрорайон. Смотришь в окна соседей, там тоже все блестит благополучием, но ровно до двери квартиры. И это не какая-то грузинская особенность. И не русская, и не армянская, и не казахская, и не азербайджанская. Просто общественная культура и степень атомизации плюс-минус одинаковые. У всех перечисленных нет никакого этнического сходства. Зато они пережили один и тот же травмирующий опыт – жизнь в тоталитарном режиме. Нам всем поколениям внушали, что инициатива негуманно поступает с инициатором, что высунешься, по голове получишь, что тебя все равно никто не поддержит, только время и нервы потратишь, и все. Обратите внимание, само слово «общественник» у нас
Почти оскорбление. Ходить по соседям и клянчить деньги на домофон – это не социально одобряемая активность, совсем наоборот. Да, это все довольно скверно. Еще более скверно, что нынешний наш режим сознательно эту проблему усугубляет. Мешает обществу взрослеть и обрастать социальными навыками, пресекая и криминализируя любую гражданскую активность. Но это не делает нас ни азиатами, ни людьми второго сорта, которые заслужили все, что с ними происходит. Да, мы травмированное общество. Да, наш режим делает все возможное, чтобы эта травма не залечилась. В том числе этим занимаются такие люди, как Лебедев. Они внушают идею, что нас должен волновать исключительно выбор ресторана повкуснее, а не десятки тысяч убитых сограждан, не ужас, творимый безумным решением одного человека. Ведь это типа не наша проблема. Надо просто жить свою частную жизнь. Поведение российского государства, его пропагандистов и союзников вроде Лебедева выглядит так. Сначала они большим молотком ломают человеку пальцы, а потом говорят: ну какая ему скрипка, он и смычок-то удержать не может, таким уж уродился. Сначала государство уничтожает людей буквально за рефлексию, за любую попытку даже не протеста, а рассуждения об общественно-политическом, о чем-то, что выходит за рамки его частной жизни, о цене войны, о том, во имя чего гибнут люди. Государство, с одной стороны, говорит: держи язык за зубами, бойся всех, никому не доверяй, даже сосед по барной стойке может на тебя настучать. А с другой стороны говорит: смотрите, это ж чистые азиаты, они никому не доверяют, им не интересна жизнь за пределами квартиры, они не способны объединиться даже для уборки в подъезде. И какая им европейская демократия? Гражданам каждый день внушают, что их квартира – единственное безопасное место, а ближайшие родственники – единственные собеседники, которых можно опасаться чуть меньше. Каждый день показывают примеры, к чему приводит излишнее доверие и откровенность с посторонними. А потом выдают покалеченных собственными руками людей за урожденных уродов. И это, пожалуй, самая подлая и мерзкая позиция, какую только можно представить. Каждый, кто ее формулирует и продвигает, ненавидит русский народ, россиян и Россию. До завтра.